Всем привет! С вами Денис Чужой, и это рубрика «Плохие книги». Почти. Всем привет! С вами Вокша, и вы на YouTube-канале «Я так вижу», который преимущественно посвящен пожилым компледухторным игрушкам. Довольно забавно вспомнить об этом в ролике, посвященному обзору книги. Обычно мои экспериментальные видосы, посвященные всяким жутким бумажкам, проседают по просмотрам, а раз этот ролик обречен, то я вообще чувствую себя достаточно свободно, чтобы творить любую херню, какая взбредет мне в голову, раз этот ролик все равно никто не посмотрит, так что вообще вот так вот, буду делать, что хочу. Но, конечно же, в рамках закона и до 9 часов вечера, чтобы мать не заругала. Мы с вами изучили практически все части серии игр Myst, и мне вместо обзора книги логичнее было бы сделать ролик о том, как создавалась эта великая франшиза. Но если бы люди всегда были последовательны в своих решениях, то игр Myst было бы как минимум на одну часть меньше. Чтобы пути назад уже точно не было, я сегодня сделаю страшное. Я сегодня вам расскажу о книге, причем хороший. Если вы все еще не выключили это видео, значит вас не пугают ни большие скопления букв, ни женщины. Поздравляю, у вас мистическая выдержка. Книга Атруса – это первая книга из трилогии Миллеров. Выпущена она была в 95 году, и по хронологии ее события происходят до событий первой части игры. Но книжки без картинок, как игры без геймплея. Непонятно, зачем существуют. А поэтому я предприняла некоторые усилия для того, чтобы облегчить наши с вами страдания. Повествования будут сопровождать иллюстрации от 25 художников, которые радостно откликнулись на мой призыв позаниматься хуйней. Если вам захочется ознакомиться с иллюстрациями поподробнее или даже подписаться на одного из художников, я абсолютно уверена, что Вокша из будущего оставит для вас всю необходимую информацию в описании. Я надеюсь. Ну что же? Поехали. История эта начинается с пролога, где мы наблюдаем сцену похорон матери Атруса. Ночью она родила сына, и поскольку мой любимый персонаж адвенчура является диснеевской принцессой, как и полагается, она канонически умирает. Алло, Атрус? Да, здравствуйте, доложите статус матери, пожалуйста. В канаве проверяли? Роды принимала его бабушка, Анна, которая теперь наблюдала, как молодой 19-летний Ген предает тело возлюбленной земле. Она понимала, каково это – потерять свою вторую половинку. Печально? Очень печально. Но не переживайте, дальше будет еще хуже. Ген во всем случившемся винит мать. Судя по описаниям, отношения у них по какой-то причине и так были весьма натянутыми. А тут еще и такая незадачка. Да. К удивлению Анны, разбитый и подавленный Ген, по сути, отказывается от ребенка и, бросая их на произвол судьбы, уходит. Мол, накосячила, вот теперь сама разбирайся с этой штукой, а я ливаю с сервера. Воспитание будущего лица серии Myst падает теперь на ее плечи, ровно так же, как и выбор имени. Анна решает назвать его именем своего покойного мужа – Атор. Почему-то Атор, а не Атрус. За всю книгу мы так и не узнаем, почему. Возможно, у денийцев проблемы с мужскими именами, которые длятся дольше 3 букв, и здесь инсмутцы, чьи женские имена стабильно начинаются на букву «Р», понимающе кивают. После этого начинается экспозиция, длящаяся с 1 по 4 главу. Атрус растет и постигает лор через уроки Анны, а мы через авторские описания. Их дом располагается посреди бескрайней пустыни в огромном вулкане, где у ее подножия находятся расщелины, ведущие под землю. Внутри и обустроен их довольно уютно описанный быт. В то время, как на поверхности находиться мучительно опасно из-за палящих лучей солнца, под землей прохладно и комфортно.
Анна – натура творческая и трудолюбивая, поэтому весь их дом обустроен садами, всеми необходимыми предметами быта, сделанными ее руками, а также обставлен рукотворной мебелью. В общем, Атрус не голодал, ни в чем не нуждался, кроме любви родителей. Это грустно. Анна вела дела с кочующими мимо их вулкана торговцами, выменивая то, что вырастила и сделала своими руками, на соль, муку, семена и прочие всякие полезные ништяки. Рент и Робин Миллеры всегда умудрялись создавать непривычные, но невероятно красочные и запоминающиеся миры, и данный не является исключением. Даром, что жизнь в пустыне представляет собой довольно рискованный и мучительный выживач, их жизнь описана с таким трепетом и уютом, что хочется и самому побывать в гостях у бабушки. Атрус, как ни странно, не рос избалованным ребенком. Он каждый день помогал Анне по хозяйству, изучал что-то новое и занимался исследованиями, свойственными его возрасту. На протяжении 4 глав мы знакомимся с ним как с персонажем, наблюдая, как растет его любознательность, интеллект и стремление постигать этот мир. Бабулита Атруса каждую ночь рассказывала ему сказки. Да не простые, а, золотые, про великую, но, к сожалению, сгинувшую после катастрофы цивилизацию Дени. Для мелкого это пока что прохладные выдумки, а для нас, все знающих вояков, это все уже давно пропетая песня. И все давно очевидно. Привычку вести дневник привила ему Анна еще с детства. Это не то чтобы особо важная деталь для сюжета, но это неплохой элемент character-девелопмента и абсолютное OP в плане оправдания этого художественного приема подачи сюжета в играх. Умно! В 4 главе наконец-то происходит завяз очка. К 14-летнему сыне Корзине соизволил заявиться никто иной, как Ген, папаша, которому, по логике вещей, если думать математически, должно быть сейчас всего 33 года, но описан он почему-то как человек, который выглядит по-пожилому. По-пожилому. Да, это именно то, как я это хотела сказать. Так вот, почему он выглядит довольно по-пожилому? Почему так? Наверное, потому что... Я стал вампиром в 16 лет, и я выгляжу всегда как 16 лет. Житие у нас тогда в 16 лет тяжкое было. Наверное, поэтому. Атрус в ахуе, Анна в ахуе. Ничего не объясняя, Ген, как настоящий альфа, просто ставит мать перед фактом, что он забирает сыну себе в ученики, и с утра они отсюда свинтят. Бабуля что-то там пытается мумить себе под нос, но генсек не преклонен. И хоть Атрус боится и не хочет покидать родную сочевальню, интерес перед новыми открытиями и непререкаемый авторитет папки оказываются сильнее. Ведь главный аргумент бати заключается в том, что Дени существует, и что нужно поднимать империю с колен. А раз надо, значит надо. На следующий день они отправляются в путь. Атруса утешает лишь обещание Гена через 3 месяца навестить Анну, которая в свою очередь дает ему наставления в духе: «Я не очень понимаю, что там на уме у этого крокодила, но ты, главное, живи по понятиям, привитых мною. То есть учиться учись, но пятки от пола не отрывай, чтобы не шквариться». Отец и сын спускаются в кратер вулкана, где скрываются в глубоких пещерах, куда не проникает солнечный свет. С 5 по 7 главу они блуждают по нескончаемым пещерам, туннелям и коридорам, ведущим в Дени. Они останавливаются в специально обустроенных приютах для путников, возведенных денийцами для сообщения и торговли с внешним миром. Но проект ввиду катастрофы не был успет реализован до конца, да ну и хуй с ним. Они проходят сквозь грандиозные ворота, арки, лабиринты, возведенные великой цивилизацией, хрен знает каким колдунским образом. Они сталкиваются с местной фауной и оставленными механизмами, и про все это крайне интересно почитать. Сверяясь со своими записями, Ген долго и мучительно ведет их к цели, путь которой пролегал через множество опасных для жизни препятствий. Атрус чуть не упал в бездонную пропасть, чуть не сгорел в лаве, а самое страшное — натер ноги. Я не шучу.
Возможно, так мы видим зарождение предпосылки потребности в чужих ногах. Ну вы поняли. Так они наконец-то добираются до Дени, подземной страны, находящейся в огромной пещере, где не видно свода потолка из-за ее грандиозной высоты. Единственный источник света – море, в котором водится светящийся оранжевый планктон. Как потом Ген расскажет, планктон темнеет. Что планктон темнеет, когда, грубо говоря, наступает ночь, и оранжевеет, когда, грубо говоря, наступает утро. Правда, подается это скорее как какая-то шутка, поэтому мы не уверены до конца, можно этому верить или нет, так это работает или это все наебка для уебка, но давайте лучше продолжим. Посреди моря находится множество островков, на которых мы можем наблюдать скалы с цепочками стен, башен и самых разнообразных по форме построек. По традициям денийцев, у их домов отсутствуют крыши, что, возможно, тупо, а возможно и логично, так как под землей, очевидно, нет дождей и смены времен года. Хотя позже мы узнаем, что крыши есть только у особо значимых зданий типа казначейства и резиденции правителей, а значит наличие потолка здесь – привилегия. Преимущественная часть построек разрушена ввиду скоропостижного коллапса всего наследия цивилизации. Доплыв на лодочке до острова Квир, они наконец-то добираются до спиралевидного особняка генсекретаря и, обустроившись, начинают обучение. Как ни странно, помимо них в доме обитает также немой слуга Гена Рий. Не мой, а чей? Кто? Рий. Мой, так он же чистый. По описанию больше похожий на рыбу-человека. Жители Инсмута, вновь понимающие, кивнули. Сделаю вид, что я перелистываю книжечку. Вот так вот. Ага, хорошо. И продолжу, значит. Ген стремился воскресить культуру Дени, их знания и наследие, а поэтому круглые сутки занимался исследованиями, опаздывая на уроки со своим сыном и во многом оставляя его на самообучении. Тот, в свою очередь, послушно занимался и старался во всем подчиняться отцу. Ген показал ему, как работают книги с созданными в них эпохами, и объяснил принцип их написания. И это, пожалуй, для нас самое интересное, так как в играх никогда не объясняли в полной мере, как эти денийские фокусы работают. Письменность в этой цивилизации особая. Важно не просто написать слово, а выводить линии в строго определенном порядке, строго определенным образом. Каждое слово не просто слово, а совокупность смыслов, явлений и образов. Сначала необходимо составить книгу описаний, в ней вы описываете сначала примитивную основу вашего мира, а затем последовательно и правильно необходимо описать ее детали во всех возможных подробностях. Внутри каждой такой книги на одной из страниц существует рамка. До установления связи она остается белой. Или почти белый, ибо в ней можно было различить хаотическое движение частиц, подобное снегопаду. Но едва он напишет новую эпоху, на странице, как по волшебству, появится изображение. Потом необходимо создать минимум одну книгу УЗ. Эта книга позволяет вам вернуться обратно из написанной эпохи. Их можно создать сколько угодно, но хоть единственная обязательно должна существовать. В один из дней Ген взял с собой сына в столицу Дени, чтобы попасть в Великую библиотеку и отыскать там комнату книг. Атрус до последнего не вдуплял, какую же еще книгу может искать его отец, так как в особняке Гена, в общем-то, и так везде книги, вместо мебели книги, на завтрак книги. К его удивлению, генералиссимус искал именно пустые книги, называющиеся «Картинеа», потому что, извините меня, но написать такую вот приколюху, работающую, да, нельзя на чем попало. Эта книжка должна быть сделана из особых материалов и написана быть определенными специальными чернилами. О как! Но, к сожалению, секрет производства данных констоваров был утерян вместе со всем культурным наследием. Просто поленились писать, да, Миллеры? Путь в эту библиотеку описан нереально интересно и содержал немало лорных элементов жизни Дени. Во-первых, нам обозначают четкую социальную иерархию. Даже у самых великих существовали простолюдины и знать. К знати, кстати, также относились гильдии, к одной из которых по своей родословной принадлежал и Ген.
Гильдийцы хранили те самые знания о производстве книг, о письменности и о многом другом еще не упомянутом. Также они следили за тем, чтобы простой народ имел доступ к, назовем это так, к нормисным низкоуровневым эпохам и не более. А к крутым эпохам доступ должны были иметь только крутые, кем бы они ни являлись. И как я могу судить, вероятно, такие порядки там были не всегда. Страной до анального коллапса правил совет из 5 старейшин. Но когда-то в Дени было не парламентерское правление, а чистая монархия. Последним правителем был самый великий из них – Кираф, идущий к реке. Справедливый, великодушный, достигнув вершины своего просветления, он отрекся от престола в пользу совета старейшин, так как достиг всего, чего хотел. Возможно, что именно после этого сырки Бою Александров стали привилегией только для правящего класса. Сказки о Кирафе, стремившегося к познанию и приключениям, рассказывала Атру еще его бабушка чуть ли не каждую ночь. Возможно, так он стал для него ролевой моделью и вдохновлял к развитию. Я бы еще сказала, что культивировали в нем нравственные качества, но, судя по играм, Атрус усвоил только как разделять и властвовать. Когда настала пора навестить бабушку, Атрус осторожненько, так вот аккуратненько, ювелирненько, на полшишечки попытался подрулить к Гену с этим вопросом и был решительно послан, извините меня, нахуй. Ярость Атруса была Геном осажена и затолкана под шканарь объяснением, почему отношения между ним и Анной сложились таким натянутым образом. И здесь нас вновь одаривают сюжетными элементами, благодаря которым мы наконец узнаем, как же такие полубожества умудрились все просрать. В общем, был среди денийцев такой гильдеец, как Виовис. Он должен был стать одним из членов совета, унаследовать правление страной. Но, по словам Гена, тот возжелал большего. Большего! Он примерил на себя роль оппозиционера и устроил мятеж, возглавив сопротивление всех низших слоев населения. Гену было 4 года, когда он наблюдал жесткое кровопролитие на улицах столицы. Но потом Гульфик Виовиса отравили денийским первачком, и того снова схватили. Совет 5 почти приговорил его к Флюгегенхайму, но тут вмешалась она. Анна, чье денийское имя было Тиана. Она по какой-то причине уговорила не казнить Виовиса, и к ней прислушались. Но в итоге тот избежал и вернулся уже с армией фанатиков, обиженных и оскорбленных. А дальше, вероятно, и произошло самое страшное. Они сдохли. Понимаете, говно Атруса вскипело от подобного поклепа в сторону Анны, и тот в приступе необузданного гнева решил попробовать крыть козырями, чтобы хоть в какой-то степени переиграть Гена, да? И его ультимативными аргументами были следующие тезисы. Он говорил: ну и что? А вот она вовсе не такая, какая ты ее описываешь. Она другая, а не такая. А какая другая? Понимаешь, она меня учила добру, позитиву там, короче, да. Научила меня большему, чем ты, например, письменности Дени. Ой, я что, не сказал, что я уже и так умел в письменность Дени, мы зря потратили столько времени, хуй знает на что. Ген, у которого каждая минута времени была расписана под исследование, мягко говоря, прихуел. То есть он потратил 3 месяца на то, чтобы обучить пиздюка тому, что он и так знает? Атрус, извини, но твое очко переходит в зрительный зал. Я могу понять его негодование. На несколько дней разъяренный Ген отправил сына в мут, чтобы тот подумал над тем, какое плохое зло он сделал. Но спустя время остыл и решил продолжить обучение своего крейсера-бедоносца, отправив своего слугу на поверхность с запиской, что типа там с внуком все в порядке, живой, сытый и все такое, но... За это никогда разбана не будет. И что это ее наказание за случившееся?
Атрус покорно смирился с такой судьбой и попробовал вникнуть в положение со стороны Гена. Анна была уверена, что поступала тогда правильно, и в момент специальной виовской операции все-таки спасла сына из стремительно разрушающейся страны. Но, согласитесь, если бы кто-то поменьше пиздел, Гену сейчас не пришлось бы тащить всю катку в соло. В этих словах есть буквы, а многие ошибочно думают. Спустя 3 года обучения, когда Атрусу было 17 или 18 годков, Ген впервые взял сына с собой в населенную эпоху, которую назвал 37-й. Гендос всегда называл свои эпохи и своих слуг цифрами, что показывает нам его прагматичность и полное отсутствие фантазии. Ну, с другой стороны, бабка назвала внука в честь мужа, полагаю, у них это семейное. В 37-й эпохе перед денийцами предстало немногочисленное племя примитивных жителей, почитавших Гена как божество. Для этого он и привел сюда Атруса, чтобы тот не просто учился, а еще и привыкал, что он тоже владыка от шляпы до кадыка. Ну и чтобы посмотрел, как работают профессион-аналы, прежде чем тот приступит к написанию собственной эпохи. Выдав ему какое-то незначительное задание на отъебись, Ген погрузился в свои дела, в то время как Артус стал изучать этот мир. Мелочуга уже подросла и окрепла, а поэтому многое, утвержденное отцом, уже ставилось под сомнение. Глядя на островитян, Атрусец задавался вопросом: а что же было с этими людьми до написания эпохи? У них же должны быть какие-то воспоминания о прошлом. А действительно ли денийцы создают миры? Может быть, они просто создают связь с уже существующими? Очень хорошо поставленные вопросы, господин Рэнд Миллер. Было бы неплохо в итоге получить такие же хорошо поставленные ответы. Также Атр наблюдает, как 37-я эпоха то и дело покрывается разломами, а элементы окружения со временем исчезают. Еще из игр мы знаем, что как бы крутые и живописны не были миры Гена, они, к сожалению, нестабильны. И Атрус, несмотря на свой маленький уровень прокачки, уже на тот момент начал подозревать, в чем дело. А дело в том, что Пурген писал свои эпохи не совсем сам, а выдергивая фразы и формулировки из других книг Дени, что в целом схема рабочая, да ну вот как-то не совсем. В итоге текст получался очень неоднородный по стилю и полный противоречий. А бывало еще и так, что та или иная реплика автором была понята неправильно. Поэтому, когда в мире из-за некомпетентности разработчика начинались баги, попытки влезть в консоль и все пофиксить либо ни к чему не приводили, либо делали еще хуже, так как изначальный код был понапизжен из разных языков программирования. А поэтому моя любимая гематогенка вообще не очень-то любила чинить что бы то ни было в мирах, да и вообще, ему панк, он похуй. И Атрус учел эти косяки, когда создал свою первую эпоху. Он назвал ее «Исход». Очень аккуратный, красивый и маленький мир, написанный талантливо, но очень душно. Атрус написал каждое слово в книге сам, тщательно подбирая формулировки, соблюдая сценаристику и арку развития персонажа. Кстати, об этом. Написание собственной эпохи, как раз по сценаристическим заветам, является ПП, побуждающим происшествием, после которого персонаж в сюжете начинает меняться. На мой взгляд, здесь мы наблюдаем, как, поняв принципы искусства, Атрус обрел от отца независимость, а в результате все меньше боялся на него залупаться. Все просьбы отпрыска починить 37-ю эпоху были встречены картинкой с Ренатом Гасляковым, но факт написания Атрусом своего первого мира не остался Геном незамеченным. В честь этого в 37-й эпохе он объявил праздник, знаменующий появление нового божества – его сына. Народ хоть и хрен без соли доедает в своем умирающем мире, но подчиняется. Церемония сопровождается стихийными бедствиями, вызванными местами неправильными, а местами полностью отсутствующими фиксами планеты. Так что очень скоро населению становится как-то не до веселухи и начинается суета. В общем, получилось все как-то некрасиво, грязно и всрато. Ну, классика.
Подобное несовершенство уязвляет Гена, и тот решает забить на эту эпоху и бросить ее на произвол судьбы. Вернувшись в Дени под нытье сынки, он так и быть мутит бэкап системы до заводских настроек, чем стирает воспоминания жителей о нем, о сыне, о всяческих маленьких недоразумениях. Но Атруса все это все еще не устраивает. Мол, как так можно? Это не по-людски. Ты же не починил, а откатил назад. Ну почини, ну пожалуйста, ну хочешь отсосу, только сделай. Чем доводит Гена до тряски. И тот, чтобы проучить пиздюка, сжигает книгу с этой эпохой в камине. На самом деле, просто тот не знал, как ее починить, и поэтому всегда легче сделать вид, что ты просто преподаешь урок своему выкормышу. А то понарожали и не топят. Атрус воспринимает это как геноцид. Извините. Хотя по его же логике, скорее стоило это воспринимать как уничтожение пути в 37-ю эпоху. И с населением как бы все в порядке, но этого хватает, чтобы тот решил от папашки сбежать. Перед тем, как это сделать, он ночью проникает к Гену в кабинет и ворует исход, который написал сам, а также неприкосновенную маленькую записную книжечку Гена, по которой тот сверял маршрут по местным туннелям, по Дени и шахтам. К своему глубочайшему разочарованию он видит подпись на обложке «Книга Атра», а значит, что книга написана не им, а дедом. Эти знания были составлены дедом, а не отцом, прикиньте. Все, ген полностью уничтожен в глазах потомца. Нельзя же унаследовать знания, правильно? Это, оказывается, не батя такой гениальный, смелый и умелый. Это, оказывается, все дед. Как жить-то теперь, блядь? Ну только сбегать. По записной книжке он пытается свинтить к бабушке на поверхность, но Ген, видимо, предусмотрел такой возможный поворот событий и выдернул парочку страниц из туториала для жизни. Таким образом, Атрус забуксовал, дав возможность бате со своим слугой догнать его и дать пизды. Очнулся он уже запертым в пустом зале, где на постаменте лежала одна единственная книга «Пятая эпоха. Ривен». О, ну чувствуете, чем дело пахнет? Конечно, чувствуете, ведь вы у меня умненькие. Предпочитая смерть в одиночестве, Атрус завалил единственный проход в комнату говном сознательно, чтобы папаня до него никогда в жизни не добрался, и решает повестись на ловушку Коксакера, переместившись в Ривен. Ну и правильно, а хули нам, андредом. Там он знакомится с местными жителями, укладом и обстановкой. У ревентян культура была развита на несколько голов выше, нежели у жителей 37-й. Но и у этой вселенной были свои фирменные факапы и недочеты, которые Атрус решил изучить, чтобы исправить. Ну и самое страшное, что могло с ним случиться по пути, он встретил Катюху. Самое смешное, что правильно ее имя произносится как Катран, но Атрус этот факт в упор игнорирует, продолжая называть ее Катериной. Сначала это ее подбешивало, но затем она смирилась с новым произношением. Туда ее! Несмотря на это, Катаракте Атрус понравился даже больше, чем она ему, и она начала кидать ему всякие загадочные фразочки а-ля «Ты мне снился». Ах, ты такой не такой? У тебя такая потрясающая коллекция фигурок Вархаммера на стеллаже. Перед таким, насколько мне известно, ни один мужчина не устоит, поэтому половые отношения закрутились, завертелись и понеслось. Вскоре оказалось, что Ген в этой эпохе, так же как и в 37-й, пытается перекроить местные обычаи под манер Дени. В гильдию входят лучшие из лучших слуг, которые учатся письменности древней цивилизации и помогают Биг Боссу в его работе, тоннами переписывая древние книги. Катамаран оказалась самой приближенной к папочке, так как ее навыки и знания в области искусства были самыми выдающимися. Ген во всем ей безоговорочно доверял. Ну и раз уж такой движ-Париж, подумал: а чё на Атрусе свет клином сошелся? Женюсь на Катран,
задуплю ей личинку, которую бабка уже не испортит своими нравоучениями о добре, позитиве и прочей ебатории. План капкан. Так и порешил, говорит: Катенька, Катюша, Катанчик, брей ноги, через 30 дней будем жениться. Катянчик не сразу сообщила об этом Атрусу и сперва решила, видимо, какой-то хитрый мув провернуть, да? И решила показать ему свою эпоху, которую написала сама. Что-то я не понял. Подождите, но как так? Мы были уверены, что только денийцам дано это искусство создавать миры. А чё, в смысле? Атрус тоже так думал. Да в Ривен попал. Ой. Оказывается, так может каждый, кто выучил язык программирования. В том числе и простая советская копеечная бабища-котища. Причем миры могут быть вообще какими угодно. Что и продемонстрировала нам Котец. У нее эпоха была больше похожа на сон, который наполняли красивые, но нелогичные явления и существа чудесные, но бесполезные. Да, всему этому я научилась, пока тусовалась с Геном. Я училась, я изучала, я корпела над книгами, Атрус пихала в себя знания, защитила диссертацию по кодингу планет. Я писала, создавала, проектировала, фантазировала. Меня учили, образовывали, инструктировали. Слышишь меня, Атрус? Кстати, повелитель хочет на мне жениться, может быть, поможешь? Получается, сначала бабку отобрал, а теперь хочет еще и мою девочку-писечку заарканить, подумал Атрус. Да я его разъебу. На том и порешили. Надо запереть Генича на Ривене путем уничтожения всех книг УС, ведущих обратно в Дени. К счастью, Катрюфель знала, где их искать. Пока они выполняли свой план, а Атрус чинил пятую эпоху, случилось знаменательное. Катя написала книгу Мист. Дом, где будут жить молодые, вдали от мрачной заброшенной дыры Дени. Туда они перевезли все свои книги, черновики, дневники, и там же было принято решение оставить Катинку, пока Атрус довыполняет задуманное, чтоб Ген не мог причинить ей вреда. В том числе хуем. Пока они тусили на месте, у них происходила куча романтичных моментов, пососушек, поглядушек, в общем, отвратительно. Давайте пропустим это и вернемся к мясу. Атрус вернулся на Ривен, готовый, если что, пожертвовать собой и остаться тут с отцом один на один, если вдруг что пойдет не так. Только он хотел было насжигать книги УС, наученный, как это делать у папаши, так его огрели по голове приспешники Гена и вырубили. Блять, оклемался он уже привязанный к столбу перед церемонией бракосочетания. Ехидный и довольный своей рокировочкой, батя уничтожает сына. Он его унижает, глумит, издевается над ним, показывая, какой он лошара, девственник, бесполезный сын, и как он его разочаровал. Ничего, Ген, Атрус тебя еще превзойдет в разочаровывающем потомстве. Папка даже его развязывает. Тупой поступок, чтобы показать ему, как он ничего ему сделать не сможет. На-на-на-на-на-на. Добивочкой послужило внезапное появление Катюхи. Да-да, твоей тяночки под местовским пледиком. Она тебя обманула, наебала, напиздюнькала тебе. Атрус сказала неправду, наврала. Ха-ха-ха-ха-ха. Казалось бы, все кончено. Биллионс маздай. И Ген конченый, и Катя, и сам Атрус, все пропало, фараон умер. Но это вообще-то кульминация, а значит здесь возможно все. Конечно, ведь тут еще и начинается очередное стихийное бедствие. Что-то давненько ничего плохого не происходило, да? Небо потускнело, земля задрожала, все начало покрываться звездными разломами и трещинами, сея панику и хаос. Раз уж все равно помирать, то почему бы и не рискнуть напоследок, правильно? Атрус попытался схватить одну из книг УС, но на его пути встал отец, выхватив копье у одного из членов гильдии.
Это очень важный момент, так как он нам показывает, что Ген в своей решимости ни перед чем не остановится, даже перед убийством своего сына. Но вот только если на пути не встанет женщина, тогда это, конечно, другое дело. Катамаран вновь всех переиграла, обманув своим обманом Гена. Она на самом деле была на стороне Атруса. Ах, поворот за поворотом, аж укачивает. Она останавливает Гена, приказывая отступить, держа в руках книги Уз. Чтобы показать крутость намерений и серьезность яиц, одну из книг она сжигает прямо у него на глазах, а вторую бросает в разлом. Пока тот, роняя кал от страха, пытается схватить на лету свой последний шанс на спасение, Катюха схватила своего обсопливленного и обоссанного парня и ретировалась прочь. На бегу она сообщила Атрусу, что это все хитрая многоходовочка и что так надо. Они придумали этот план вместе с... Барабанная дробь? С Анной! Еще не забыли, кто это? С бабушкой его, ну ёкарный бабай, что делается? Ну, Катюха, ну дает, ну довела до катарсиса! Они прибежали к месту, где Катерина спрятала книгу и дала ему намеком понять, что нужно делать. А нам с вами намеков и не надо. Мы уже играли с вами в Ривен и точно знаем, что сейчас будет происходить. Она исчезла, оставив после себя книгу, упавшую прямо рядом со звездным разломом. Но это была бы отстойная развязка, если бы не появился догнавший парочку Ген. Самое время Петросятрусу выговориться. Держа книгу прямо перед разломом, сын сказал отцу все, что он о нем думает. Что Ген слабый человек, хреновый родитель, отстойный руководитель, говнистый книжный текстовыделитель и вообще попытался его сейчас убить. Это все бабка тебя испортила. Хуябка, ответил Атрус и сиганул в темноту космоса. Занавес. Эпилог рассказывает о спокойной жизни поженившихся Катруса и Атерины, их детях и бабушке Анне на острове Мист. Оказывается, когда Ген забрал сына в Дени, Анна /Тиана последовала за ними по пятам и все эти годы наблюдала за ними, чтобы, если что, защитить любимого внука. Когда побег Атруса не получился, она проникла в их особняк, но не застала там ни старшего, ни младшего, ни слуги. Зато застала Катюху и сделала ее своей союзницей. Так что ревентяночка заранее знала, кто такой Атрус, и была к нему крайне расположена. Видя, как между молодыми происходит что-то розовое, Анна написала для них остров Мист, и чтобы Атрус раньше времени не подозревал об ее участии в этой контрнаступательной операции, велела Кате присвоить авторство себе. Подозревая, что Атор захочет пожертвовать собой, они вместе решили разыграть театр, имени комедии и внесли в эпоху изменения, создавая видимость катаклизма таким образом, чтобы после исчезновения бывший дом Кэтрин, а ныне тюрьма Гена, снова оказался прочным. Хэппи-энд, но есть нюанс. Теперь Атрус живет с неприятным осадочком в груди, так как знает, что книга Мист, брошенная в разлом, не была уничтожена. А значит, кто-то однажды может ее найти. И что будет дальше, неизвестно. После прочтения книги многое встало на свои места. Как бы мне не хотелось реабилитировать Гена в ваших глазах, однако, я думаю, против истины не погрешишь. Ген – злодей. В книге это русским по белому написано. Ведь это только кажется, что Ген хочет воскресить культуру Дени. На деле он бездумно клепает эпохи, чисто чтобы увеличить штат своих сотрудников, прислужников и рабов. И на своем пути к власти он ни перед чем не остановится. А из Атруса не получилось сделать верного оруженосца. Он слишком долго рос свободным. И мне больно это осознавать, но как бы я ни нахваливала режиссуру в циановских играх, понимаете, Ривен даже близко нам не представил Гена в таком ключе, в каком представила его книга. Понимаете, весь вопрос в позиционировании. Если бы в игре, так же как и в книге, нам показали его злодейство наглядно, было бы 0 вопросов. Но что мы видим, играя в Ривен? Мы видим, как
Катюха вместе с какими-то ряжеными челами говнят уважаемого человека, который хочет спасти свой народ, свою культуру, что-то для них там делает, строит инфраструктуру и просто пытается заловить жука, которого Атрус отправил на подсосичах чисто там выполнять шпионскую работу. Как я могу его судить? И после прочтения книги ты понимаешь, насколько мало в играх нам дают информации, чтобы проникнуться этими героями. А та информация, что есть, искажает их настолько, что я с этими бы ребятами в одном разломе срать не села. После прочтения книги наконец-то становится понятно, как работает вся эта магия и колдунство, какая у всего этого предыстория, какие здесь на самом деле персонажи и самое главное, что на самом деле в итоге хотел сказать автор. С вами была Вокша. Я предлагаю вам написать в комментариях, понравилось ли вам и нужно ли делать обзор на остальные части. Я благодарю всех тех художников, кто принял участие в иллюстрировании. И на этом я с вами прощаюсь. Счастья, удачи, лохов побогаче. Всем пока. As do I. You've accomplished more than I could have hoped for. You've given me back my father. The path home is now clear for all of us. I hope to see you shortly. Goodbye, my friend. Писи, попки, какашечки, твои сисечки, дырочки, ляшечки. Губки, залупки, писюнчики, ротик, животик, сосунчики, жопка, попка, головка, джун-джун, хоп-хоп-хопка, свинка, вагинка, пупочек, хрюшка, вонюшка, сосочек, перышко, горлышко или личико, бубенчики,